Уже на протяжении нескольких лет Сергей превращает чердаки в Сталинках в стильные и уютные жилые пространства, стоимость которых оказывается значительно ниже средней по городу. Совсем недавно Сергей завершил новый проект, прибавив 48 квадратных метров классической двушки на последнем этаже. В данное время квартира общей площадью 110 квадратов сдается в аренду. Двушка на последнем этаже Сталинки даже спустя годы проживания квартирантов выглядит приятно, ведь главные козыри, трехметровые потолки, просторные комнаты и большие окна остаются неизменными вне зависимости от того, кто и как их ремонтировал. Отличие от всех квартир этого дома здесь всего одно – крутая деревянная лестница в коридоре, ведущая наверх. Сделки купли-продажи недвижимости в нашей стране по традиции проходят легко, а вот с тем, чтобы согласовать превращение квадратов, приходится помучиться. На получение разрешений на уровне администрации города у Сергея ушло порядка 8 месяцев, а так как здание является памятником архитектуры, еще потребовались визы Минкульта. В общем, на сбор документов парень потратил 1,5 года. В деле реконструкции чердака чиновничий этап хоть и выматывает, но это еще не все. Не менее любопытен опыт общения с соседями. По нынешним правилам дать свое согласие на переделку тех этажа в жилое пространство должны 2/3 собственников квартир. Сергей признается, что когда впервые столкнулся с необходимостью уговорить соседей дать разрешение, был обескуражен реакцией некоторых. Самому не надо и другому не дам. Переделка техэтажа – большая работа. Сначала территорию, планируемую к преображению, оценит целая комиссия – чиновники из администрации, коммунальщики, архитекторы. Специалисты будут изучать состояние конструкций, их несущую способность и прочее. Затем необходимо будет составить проект, что тоже удовольствие недешевое. В нашей Сталинке деревянные перекрытия, они по-прежнему находятся в отличном состоянии, и моя реконструкция не повлияла на дом негативно. Наоборот, раньше на чердаке перекрытия были засыпаны шлаком, а я заменил его на утеплитель, уменьшив весовую нагрузку на несущие конструкции, рассказывает Сергей. А вообще, здесь все стены и потолок утеплены каменной ватой толщиной 15 см. Этого хватает, чтобы не мерзнуть зимой. Делал ремонт во время морозов и убедился, что тепла от проходящей по мансарде трубы достаточно, чтобы комфортно себя чувствовать. К слову, утеплитель защищает и от шума. Когда идет дождь, слышны только те капли, которые барабанят по окну. На то, чтобы преобразовать пространство, Сергею понадобилось около года, меньше, чем было потрачено на сбор документов. Большинство работ, за исключением тех, которые требуют лицензии, мужчина выполнял своими руками, на чем неплохо сэкономил. В итоге мрачный когда-то чердак превратился в просторную 48-метровую комнату, благодаря ломаной форме и натуральной отделке, напоминающую загородный дом. Высота потолка варьируется от 1 метра в минимальной точке до 3 в максимальной. Массивные балки, зонирующие пространство, это не что иное, как родные стропила, которые были отреставрированы профессионалом. Декоративный камин у одной из стен собран из старого кирпича, который валялся на чердаке. Видимый на стенах кирпич родной, никакой симуляции и муляжей. В итоге, за счет реконструкции и присоединения чердака у Сергея получилась двухэтажная квартира площадью 110 квадратных метров, которую в данное время он сдает в аренду. Друзья, как вы думаете, правильно ли сделал Сергей, переделав свою квартиру таким образом? Напишите свое мнение в комментариях, будет интересно. И обязательно подпишитесь на мой канал в Яндекс.Дзен, ссылка в описании. А с вами был Бариман, всем добра!